Ну хорошо, вот мы типа проснулись. Ты можешь вспомнить, что бы ты могла говорить в прошлое воскресенье, когда мы проснулись по поводу дивана? Ну, то, что ты сидишь здесь, наверное, читаешь опять интернет. Окей. Потому что ты же не можешь без этого. Ну, ты должен быть без штанов, Никита. Это я не верю. Да? Поднимай жопу. Никита, поднимай жопу, пожалуйста. Ну что, дай мне дочитать. Никита, поднимай жопу. Мама сказала, что у нее сломался телефон, что нам звонят и не могут дозвониться. И что дальше? Я ей сказала, что, наверное, Ну Милана перезагрузи телефон. ошиблась с номером телефона. Встань от меня, вставай, поднимай жопу. Ну, сколько можно валяться? Урода кусок. Никита, серьезно, это не смешно. У меня есть второй носок. Ну подожди, но я должен дочитать. Поднимай жопу, я не могу Ну подожди, двигать диван. подожди, дай мне... Хорошо, я проверю комменты и все. Никита, там никаких комментариев тебе никто не оставляет. Ну смотри, уже 6 недель не было комментариев, да, в Ленинстовате. Значит, что, может быть, на этой неделе как раз будет. Потому что даже в моем тексте я знаю, что там есть опечатки, там просто несогласованные падежи жестко, да. И как бы если никто не ставит комментарии, то я понимаю, что, наверное, никто даже это не читает. Потому что даже Селенков, он же типа редактор, но нифига не отредактировал там. Никита, перестань тратить мое время. Тебе нужно уходить, тебе нужно мыться, и мне нужно посмотреть, что с телефоном. У меня еще час, я еще успею помыться и позавтракать, и все что угодно. Слушай, собирай постель. Хорошо, сейчас. Оля, ты замечала, что с кроватью жесть какая-то? Да, ты мне это вчера уже вечером здесь прогибается. Ну так что, это надо починить, так спать невозможно. Ты будешь сейчас чинить? Ну я не знаю, подожди, дай посмотреть. Не, ну сейчас у меня нет времени, мне нужно идти на занятия. Ну, да собирай. Я уже поставила воду. Какую воду? Ну, чайник. Так, а нужно было поставить... Такая еда какая-то будет? Да, мама сделала блинчики. Видишь, какая заботливая женщина. А ты ее в своих фильмах никогда не снимаешь. Блин, а так он из-за этого не складывается. Из-за чего? Ты уже сломал диван? Нет, погоди. Я не сломал, он такой был, а что я сделал? Никита, ты понимаешь, что если мы сломаем мой диван, то нам придется ночевать у тебя? Придется съехаться, потому что тебе будет негде спать. Никита, что ты здесь стоишь? Почему я здесь стою? Потому что ты в ту комнату мне запрещаешь заходить, понятное дело. Смотри, у меня есть только такое предложение, к сожалению. У меня были твои торты, но это просто мне велики. Откуда это? Типа для толстошов? Ты покупала трусы? Да, зачем? На вырост. Не, ну окей, а я надену, мне все равно, реально. А прикинь, такая, типа, 1 шанс из 1000, что я там зайду как-то в туалет у ученика, его мама как-то тоже попадет в туалет, я не знаю, окно через кухню, она заглянет, и они такие, типа, учитель-извращенец, носит женское белье. Свое петросянство, Никита, можешь заканчивать. Окей. Иди завтракай, там сейчас все стынет. Почему я опять тебе делаю кофе, чай? Ты вообще не шевелишься. Так а там твоя мама. Никита, почему ты опять на себя напер грязную одежду? Ну, потому что это невозможно, Оля. Это на меня даже не наладит. Трусы — это просто жесть. Ну, а у меня вообще-то еще нормальная одежда. Я ее вчера только надел. Ну, понюхай. Я не буду нюхать твои носки. Понюхай носки. Я не буду нюхать твои носки. Но я просто не хочу туда прийти, чтобы от меня воняло, понимаешь? Вот именно, поэтому надевай нормальные носки. Я не понимаю, почему ты не хочешь надеть вот эти носки. Потому что они маленькие, а во-вторых, они не маленькие, типа это 41-45. Я не хочу, чтобы, я не знаю, что-то обо мне думали. То есть, эти не будут вонять. Да, лучше понюхай, ты будешь вонять. Я не хочу нюхать твои носки. Ну, понюхай просто носки. Я не буду нюхать твои носки. Оля, понюхай. Фу! Я не буду нюхать твои носки, Никита. Понюхай, пожалуйста. Я не буду убери от меня свои лапти. Целых 2 дня вот это не будем видеться. Давай, Свинтус, уже завтрак, идем. Потрясающая, наполненная любви сцена. Куда ты едешь? На Уручье? Угу. Как ребенок тупой?
Как и все. Баня тупой. Но у него там, по-моему, 2 за четверть, не шутка. Но как бы мы сделаем из него умного. Мгм. Я уже провел одно занятие, и мне Маша говорит, типа, вот, он, типа, получил сегодня первую 6, большое вам спасибо, наконец-то у нас не будет двоек. Я такой говорю, типа, ну, окей, да, может быть, будет что-то хорошее. Ну, потому что я не хочу на себя брать прямо полные лавры от того, что он получил 6. Потом, это же просто повезло, наверное, или он списал что-нибудь, потому что в следующий раз он получит 2, и я буду виноват. Сегодня ночевать здесь собрался? Ну да. У меня завтра в 9:30 автобус, я заночую тебя. В 8 ты пойдешь на работу, мы вместе выйдем, и я пойду домой, я еще успею собрать чемоданы и прочее, Ну, и смотри, как раз в успеем. 9:30 на автобус пойду. Тебе же еще страховку нужно покупать, правильно? Ну, я могу по пути в 8:30, там, по-моему, открывается страховка на Карвамару. Смотри, не обосрись. Все будет окей. Я У тебя же вообще- всегда на я границе спрашивают страховку, Никита. Не было Страховку? такого раза, Почитай чтобы онлайнер. Ты просто почитай онлайнер, тему, и ты узнаешь, что страховку спрашивают выборочно. Всегда есть вероятность, что спросят Никита, страховку. Это редко бывает, но иногда если бы такое ты бывает. читал онлайнер, С другой стороны, конечно, ты бы не когда на автобус- звонил мне и не спрашивал, как что делать по жизни. Что там, Лукашенко нету нигде? О, включи, там этот же, поехавший. Серьезно? Вариант показал, что это он. Братишка, точнее. Это реально он был? Это этот канал? Да, братишку включи. Это этот канал. Ну, это не этот канал. А какой? Следующий, пощелкай. Это этот Дальше канал. щелкай. Дальше. Нет, 7-й Никита, канал. это... 7 канал там дальше. Нет! Да. Я так далеко не заходила, Никита. Хорошо, ты просто включи, чтобы был братишка на экране. Вот сейчас он здесь появится, пожалуйста. Он был По по НТВ? НТВ. Да. Ты знаешь, что я тебя очень люблю? Угу. Ты очень хорошая девочка. Очень красивая. Сегодня пройдем весь день вместе. Перед отъездом, будешь скучать. Угу. Так свет красиво выставлен. Никита, ну не будь таким свином. Ну, я же... Что-то выбирай. Что убирать? В раковину не забудь поставить свою тарелку. Ну, подожди. Я еще не так сильно посуду. Уже никаких братишек не будет. Ну давай, давай быстрее. Не надо делать такие звуки, хорошо? Я делаю. Можешь не делать такие звуки? Я просто думаю, что не забыть ничего, понимаешь? Ты же вернешься сюда еще. Я вернусь, но... Винчестер взял? Я, да, я забираю винчестер, но а что если не вернусь? Потому что если ты мне позвонишь и скажешь, все, мы расстаемся, потому что тебя такого, ну, ты так только и делаешь. Все, мы расстаемся. И потом, а винчестер я тебе не отдам, поэтому надо всегда забирать винчестер на всякий случай. Смешно вообще нереально. Это не шутка. Короче, я скоро вернусь. Тебе купить что-нибудь? Я не знаю, я тебе напишу. Хорошо, удачно всех порисовать. Угу. Все удачно попреподавать. Хорош. Хорош. Прям. Алло. Алло, это я. Привет, пупс. Привет. Ну что, куда ты уходишь? Почему ты меня не встречаешь? Привет, малыш. Как занятия? Все нормально. Мне нужно в туалет очень сильно. Где?
Так и чем ты занималась 2 часа, пока меня не было? Почему ты не нарисовала? Я что, у тебя на работе, на часов? Не, ну я просто спрашиваю. Ну ты же сама хотела порисовать. Что произошло? Ты смотрела опять эти рэп-батвы на ютубе? Смешно. Ты смотрела афишу «Угадай за 10 секунд» Смешно. с группой «Серебро»? Нет, Никит. Ну а что ты делала? Ну, занята была, ну что, ходила во двор, смотрела котов, еще что-то делала. И как коты? Отлично. Мама, ну иди. Никутя, вставай. Что это? Никитка, давай смотреть сериалы. Ой, Что, катись. Обычные, давай, сын. Вставай. Который нас нет смотрит. Давай, подъем. Пойду поставлю чай. Так а что, ты хочешь, чтобы я все настроил? Да. Какой у нас есть список? Ну, Орвель есть. А что еще? В смысле, что еще? Ну, Орвель есть. Я не понимаю, почему ты не хочешь смотреть Орвель? Хорошо, давай посмотрим Орвель. Ну, нам же нужно его когда-то посмотреть. Это, тем более, это знаменитая серия, которая триггернула феминисток с Тумблера. Или что-то в этом духе. Я не знаю, про что там рассказывается, но на Форчану эта серия понравилась. Я знаю, что там писали какие-то рецензии, что типа это типа вообще ужас, и такое нельзя снимать. Там, я не знаю. Короче, не знаю, что сказать. Oh my god, she's so adorable. And she's healthy. 15 pounds, 2 ounces. About average for a newborn Mocklin. Ну и теперь объясни еще раз, что ты хочешь делать. Хочешь спать сейчас, может? Я хочу сейчас лечь спать, чтобы ты меня не доставал. Ну окей. И что тогда? И ничего, тогда ты завтра наконец уедешь отсюда. А, то есть ты мечтаешь, чтобы я уехала, да, побыстрее? Ну домой же ты сегодня идти не можешь, ты же изгнанник. Нет, я с тобой хочу ночевать. Зачем? Ну, последний вечер с Бубой. А потом завтра я уеду спокойно. У меня как раз время будет купить страховку и вот это И мы с тобой это все обсуждали, увидимся с тобой в среду. Давай, подъем. Окей. Я разложу диван сейчас. Так. Угу. Принеси постель. Никита, что, мы серьезно еще будем снимать, как ты диван раскладываешь? Окей. Так а что? Так нужно исправить эту штуку. Это невозможно так спать. Я тебя просто убью. Нужно еще собрать чемодан. Не знаю, залить песни на плеер. Залить еще фильмы на флешку, которые буду там показывать, да? Потому что тупо, если я буду читать лекцию, фильмы придется там с Vimeo показывать или еще что-то, это просто будет очень неудобно. Хорошо, поговорим, малыш. Увидимся в среду. Я тебе принесу. Привезу из Вильнюса. Хорошо, я все поняла, малыш. Да-да, пока-пока. По какой цене хороший мастер? Я тебе все напишу. Окей. Все, пока-пока. Шапочку не забыл? Не забыл, я надену ее. Все, пока. Пока.
Он приехал. Алло. Привет. Пупсик. Пупсик приехал. Пупсик приехал. Привет, Бубикс. Я так устал, ты просто не представляешь. Я приехал, полночи гуглил трейлеры. Ну, подожди, куда ты уходишь? Обняться. Полночь смотрел трейлеры сериалов, чтобы сделать статью. Я уснул только в 8, наверное, потому что я приехал тут позже 3. Проснулся в 11, поехал, продал книгу, эту «Голос, пойте как звезды» за 10 рублей через аукцион. В общем-то, хорошая цена. После этого на занятие, и вот только сюда, я ничего не ел вообще. Ты закрыл? Ты сварила макароны? Да, я сварила, уже стоят, греются. Ты ехал 40 минут вместо обещанных 20. Спасибо тебе большое, что заставляешь Мне меня спасибо, а готовить почему здесь я? макароны. Я тебе как сказал, ну что, я не... Почему каких 40 минут я ехал? Как я мог ехать 40 минут? Я не А, знаю, ты почему лучше. тебе Туручи ездит каждый раз 40 минут. Илья, я тебе привез, кстати, подарочки. Что, ты уже не рада подарочки? Рада, рада. Я тебе привез. Смотри, как Дед Мороз. Да. Моцарт. Спасибо Лихо. большое, котик. Маме твоей сыр, как Мгм. красивый. И получается, что я тебе Спасибо. должен еще 30 евро. Ты мне дала 50, 20 я потратил. Хорошо. И твоя мама тебе должна еще 4 евро. Так ей скажи, чтобы она не надурила тебя или не сказала, что это общий сыр. Я, короче, официально заявляю. Твоя мама дома? Мама? Нет. А где она? Я не знаю, Никита. Она к подруге пошла опять? Что? Куда она пошла? Где Я она? без понятия. Ну, я просто хочу сам сыр ей вручить, чтобы, понимаешь, кредо свое повысить. Я знаю, что она меня ненавидит. Но если я ей привез сыр, то, может быть, какие-то повысятся у меня. Этот, Может быть. как называется? Что, идем на кухню? Мозг. Пошли. Где мои ручки? Будем есть. И будем смотреть сериал. У меня вообще нету времени, понимаешь? У меня вообще нет времени. Ты приезжаешь ко мне в 9 часов вечера. Почему поменялся оператор? Прям во время съемок? Когда поменялся оператор? Да, во время съема. Ну, в смысле, до того, до этого, до начала кадра. А почему? Потому что устал человек, прикинь, такое бывает. Я просто не рука затекла, я хотела проветрить. Ну ладно. Ну все, дальше кат на телек. Ой, Никит, ну что ты как теленок? Все пропустишь. Не спишь? Что ты такая злобная сегодня весь вечер? Я не злобная. Ну, я тебе дал подарочки, и ты все равно не... Я не злобная, малыш. Ну, я вижу, что ты злобная. Я знаю, когда ты злобная, я вижу, что ты злобная. Никита, слушай, ты целый вечер вчера лизала жопу, а теперь ты опять мне начинаешь. Что вчера было? Вчера я был в Вильнюсе. Да, и ты умудрился со мной скандалить даже через Вильнюс. Это просто, невозможно терпеть, понимаешь? Как это скандал? Просто я там написал просто свою ситуацию, что я не могу тебе рассказывать о своей жизни, это не скандал. Никита, ты можешь Я не рассказывать мне звонил о своей тебе, я не жизни. звонил и не орал на тебя. Да, потому что ты в роуминге был, конечно, ты мне не звонил. Я тебе писал через ВКонтакте просто, что там ситуация, нехорошая. Ты писал мне, Никита, И знаешь, что большими люди мудаки. буквами, угрожал, что сейчас покончишь с собой до конца года, типа как Лил Пип. Да, и, кстати, дружок, чтобы ты знала, все Глаша рассказала про субботний случай. Что Всё про субботний рассказала. случай? Про субботний случай мы И, уже конечно, забыли. Мы уже в воскресенье ничего же не говорили про субботу. Никита, если мы ничего не говорили в воскресенье про субботу, это потому что это все еще не улеглось. А потом я с Глашей пообщалась, и, то есть мне было очень обидно. Вспомнила, мне так было обидно из-за вчерашнего, что ты мне устроила скандал, что я Глаше рассказала все, что было в субботу. Ну, я, конечно, без подробностей, то есть я не озвучивала фразы, которые были произнесены тобой, либо твоими родственниками. Ну, твоим, Я рассказала, что все началось с того, что... то есть еще мне больше всего бесило, что ты меня обвинил в субботнем скандале, хотя я, конечно, совершенно в нем была не виновата. Но ты считаешь, что я виновата в субботнем скандале? Я тебя не обвинил в том, что виновата, но просто все началось из-за тебя. Мгм.
и как бы последовательность, причинно-следственная связь, первое звено — это то, что ты Нет, не могла мне просто дать 5 минут, чтобы я написал сообщение. вот именно, первое звено — это твоя больная психика, понимаешь? Вот в чем дело. Я все рассказала. Я сказала, что ты устроил скандал из-за того, что я не дала тебе посидеть в интернете 3 минуты, якобы я тебе не дала, что я подходила и ныла. И ты из-за этого, типа, опрокинул стол какой-то там начал орать на батьку. Ну а потом зачем ты это выбежал Глаше на рассказываешь? улицу Что на она тебе 20 может сказать минут. в ответ? Ну ничего, она сказала, что это невозможно такое терпеть, и она бы давно из этих отношений уже вышла. А, то есть да, все, уже конец отношений. Не, да? ну не Что? конец отношениям, просто как бы ты должен понимать, что я тебя даю тебе очень много шансов, которые ты постоянно просираешь. Как я просираю? Вчера вообще не было ничего Было, такого. Я Никита. просто тебе написал. Никит, давай просто перечислим. Ты угрожал убить себя. Ну это просто такая Ну, оборот. я знаю, это типа такой прикольчик. Ты угрожал там, я не знаю, послать всех на 3 буквы из The Village. Да, нет, я не знаю. Просто манипулировал мной очень долго. Как долго? Я просто написал там 5 сообщений подряд Мгм, в ВК. мгм. Значит так, дружок, смотри. Что, на что мне Будем смотреть? так поступать. Я, конечно, не знаю. Я попробую относиться с пониманием к твоему аутизму и буду относиться к тебе как, не знаю, к хрупкому сосуду. Когда ты там просишь, типа, Оля, дай мне 5 минут, чтобы мне срочно нужно что-то очень отправить, я сразу буду затыкаться, уходить, ничего не делать, как бы, чтобы даже на тебя не смотреть, чтобы ты не начал скандалить. Но, как бы, если это у меня не получится, если ты будешь себя продолжать так дебильно вести и выбегать опять на улицу в футболке на 20 минут, чтобы мы тебя все искали и прятаться где-то во дворе, ну, то, извини меня, дружок, то я, как бы, я не знаю, что я буду делать в таком случае. Глаша пускай следит за своими отношениями, реально. Ее этот парень долбоеб, который сидит Мгм. дома целый день. Да, по крайней мере, он не обзывается на нее матом и не бьется, и не выбегает на улицу, и не угрожает убить себя каждые 5 секунд. То есть я это все делаю. Да. Ну хорошо, не, все, так мы можем расстаться, если ты так хочешь. Реально. Нет, пупсик, давай. Что давай? Мне тебя жалко, понимаешь? Ты бедный мальчик, понимаешь? Ну а сейчас Ну, это уже вырос такая таким. да, уже фальшивая такая, Вырос типа, таким. фальшивая какая-то нежность, маленьким которая никому не манипулятором. нужна. Я никому не манипулирую. Я все равно тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я постараюсь быть к тебе более понимающей, но как бы мои ресурсы тоже ограничены. Я тоже человек, а не мать Тереза. Я всю серию пропустил по итогу. Все, смотрим на начало, реально.
on it. Losing your patience, and girl, I don't blame you. The earth's in rotation, you waiting for me. Look at my face when I fuck on your waist, cause we only have one conversation a week. That's why your friends always hating on me. Fuck them, no, I did this all by myself. Matter of fact, I ain't never asked no one for help, and that's why I don't pick up my phone when it ring. None of my exes is over the peak. Nobody flexing as much as I be. That's why she text me and tell me she love me. She know that someday I'll be over the sea. Making my money and smoking my weed. I think it's funny, she opened up to me, get comfortable with me. Once I got it coming, I love her, she love me. I know that I'm nothing like someone that they really want me to be. If I find a way, would you walking with me? Look at my face while you talking to me, cause we only have one conversation a week. Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats. You helping me preach, this music's the only thing keeping the peace when I fall into pieces. Look at the skyline, all of the stars have a reason to shine, a reason like mine and fall into pieces. Look at the skyline, all of the stars have a reason. Look at the skyline, all the stars have a reason to shine, a reason like mine and fall into pieces. Look at the sky tonight, all the stars have a reason. Hold on. We're right here. I'll be back in the morning. I know that I'm not important to you, but to me you're so much more than gorgeous, so much more than perfect. Right now I know that I'm not really worth it. If you give me time I could work on it. Baby, give me some time while I work on it. Losing your patience, and girl, I don't blame you. The earth's in rotation, you're waiting for me. Look at my face when I fuck on your waist, cause we only have one conversation a week. That's why your friends always hating on me. Fucking no, I did this all by myself. Matter of fact, I ain't never asked no one for help, and that's why I don't pick up my phone when it ring. None of my exes was over low key. Nobody likes me as much as I be. That's why she texts me and tell me she love me. She know that someday I'll be over the sea. Making my money and smoking my weed. I think it's funny, she opened up to me, get comfortable with me. Once I got it covered, I love her, she love me. I know that I'm nothing like someone a family want me to be. If I find a way, would you walk it with me? Look at my face while you're talking to me, cause we only have one conversation a week. Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats. You helping me preach, this music's the only thing keeping the peace when I'm falling to pieces. Оля!
Коля! Алло? Алло, доброе утро, Да, Никитка. доброе. Проснулся? Что? Проснулся? Да, я не сплю, я только что, я вот чуть-чуть поспал, но я проснулся только что по будильнику. Ну хорошо, тогда... Пипец, короче, я заснул, я все проспал, и мне нужно еще писать, и тут уже остается всего лишь 2 часа до 9 утра, и я, короче, я не знаю. Но я успею, я наверное, думаю, все. ты справишься. Да, Хорошо, да. всё, Спасибо, удачи, что малыш, мне давай, не позвонила, буду потому что мешать. я могу не проснуться. Ну, пипец, я просто ночью уже вообще не мог. Я думаю, что я уже просто физически не смогу это писать, эту хрень. Ну, бывает. Ага, ну давай, пока. Да, пока. Ну, хорошего тебе дня, надеюсь. Тебе тоже, малыш, пока. Люблю тебя. Я тебя. Кат. Целый день идет дождь. Льет как из ведра. Я бы не сказала, что я особо негодую по этому поводу, потому что я люблю, когда идет дождь, и я сижу дома. Но именно сейчас почему-то хотелось бы все-таки снега-то уже. Но, наверное, нужно еще подождать. Обычно первый снег тут идет в мой день рождения. Реально несколько лет подряд. Именно в мой день рождения шел первый снег. А ты любишь снег? Так я это делаю без какого-то там стрессового А я, выбора. короче, катаюсь из Витебска в Минск, из Минска в Витебск. Интересно. Да. В последнее время чаще и чаще. А чем занимаешься вот эти 3 часа в поезде? 3,5? Ну, это Самое у тебя полезное, что можно есть хороший сделать. навык.
Я потому что не умею спать. Вот, и, кстати, планирую во Львов поехать на Новый год. Ну, Львов, потому что виза у кого-то закончилась. Так Подожди, можно было, конечно, что-нибудь другое придумать. Ну, а еще я, кстати, сейчас хожу на журналистский модуль, и мы там кино снимаем. Ну как, мы снимаем, на самом деле, какие-то журналистские зарисовки, репортажики. Вот, То и есть я... это не художественное, это что-то А можно и так, и публицистическое. так. Ну, то есть рамки задания ограничиваются на том, чтобы, да, журналистику делать. Сейчас, Но я извини. думаю, что меня это смотивирует чего-нибудь большее снять когда-нибудь. Фу, чего так жарко? Да, все окей. Ну, если будет интересно, могу тебе журнал показать. Тот, А что за журнал? А вот тот, который из Германии. Мне его просто дали. Я Программка? думала, да. Ну, там не программка, там плотный журнал. У тебя с собой? Да. Я покажу. Просто на самом деле я думала, что его всем раздают, а потом увидела, что он 5 евро как бы стоит. Я помню, ты не проявлял интерес к селекции Нет. этого года. Но тут довольно качественно все. Нет, почему? У меня лежит Сначала, стопочка, ну, я не знаю, короче, какая-то коллекционерская ценность просто. Как бы ты один раз... Сейчас, секунду, да. Не, ну, ты можешь сказать. Нет, ты продолжай свой Я мысль. запомню. Это фильм «Открытие». И он, соответственно, взял приз зрительских симпатий и стал для меня фильмом «Закрытие», потому что я на него... Это был последний фильм, который я посмотрела. Вот. Ну, такой, Черно-белый или это вай. дизайн? Нет, это дизайн, причем это очень дурацкая идея, потому что все кино цветное практически. Немного по-дурацки чувствую себя после вчерашнего. Прости еще раз, что расстроил тебя в день рождения. Уже просил как бы прощения, но все равно остался какой-то осадок. Не хочу тебя больше расстраивать. Да, у меня тоже настроение не очень. Но я не злюсь на тебя. Просто жаль, что так получилось. Ты, конечно, ничего не сделал, чтобы меня как-то порадовать. Но я не должна была так на тебя набрасываться и качать свои права. В общем, дурачки мы. Да, Юренька, давай же окончательно уже помиримся. Все у нас будет хорошо. У меня тут как раз есть немножко времени перед тем, как бежать в город. Улучшим же наше настроение. О, у нас как раз и снег пошел. Вот видишь, как здорово. А ты за снег переживала. Ох, еще немножко зимы, и мы наконец-то увидимся.
еще. Это тоже в дробить, да. процессе научишься. Мы решили котика завести. Да? Какого? Британца. Прям вот... Да. Я не есть знаю, как они там, выглядят. Ну, такие дымчатые котики. А, дымчатые? Да, с короткой шерсткой. Прикольно. Ну, нужна ответственность, да. Дополнительная. Да-да-да. Чтобы он... Прикольно. Просто мне знакомая сказала, что если хочешь детей, заводи собачку. Вот. Но ты решила котика завести. Я решила котика. Ну, собачка сложно в квартире. С котиком проще. И когда? На Новый год? Я думаю, Символично. через месяца полтора, да. Но он должен родиться уже, то есть там все запланировано. То есть вы уже поджидаете рождения Да. котенка, Да. которого вы к себе Не знаю, приютите. насколько он будет счастлив с нами, но есть вероятность. Не, прикольно. Вот никогда бы не подумал, что будешь... Ну, кошатницей я вряд ли когда-нибудь стану, но, наверное, что-то вот нужно, чтобы дополнительно за кем-то ухаживать. Дополнительно. Какая-то ответственность. Ну, я только за собой ухаживаю, на самом деле, сейчас. Но, да. Ну, почему нет? Ну, просто все равно надо куда-то идти вперед. Я не знаю, движение ли это вперед, то, что у тебя появляется котик. Ну, по крайней мере, ну, почему нет? Ты никогда не планировал себе заиметь соседа? Нет, это было бы прикольно на самом деле. И я хочу даже сегодня это сделать, но это ответственность, это время, он просто у меня умрет с голода и со скуки, к Да сожалению. нет, им же спать и все, и А? недовольны. Нет, так это не работает. Их выгуливать не надо. Но Просто за ними надо убирать, их надо кормить правильно, чтобы они опять же, не голодали и, с другой стороны, не страдали от ожирения. ну, с этим сложнее, да. Как водить к ветеринару и все такое. Так что я к этому не готов. Не готов пока расставаться со своей свободой. Хотя это и прикольно. Я люблю животных. Ну, вот было бы классно прямо сегодня сорваться, пойти в магазин животных. Называется зоомагазин, Уля. А почему котик? Почему не хомячок? Почему не... Нет, ты еще рыбки сказал. Ну, Рыбки, это как бы вообще рыбки тоже неинтересно. Ну, котик. Самое тем. Вообще, Аня Довкель говорила, что у нее 3 кота было. И она говорила, что если бы у нее был шанс заново принять решение, брать их или нет, она бы не брала. Хотя она то есть дико ей любила. тяжело расставаться просто. И это тоже. И, наверное, в плане поездок очень сложно оставлять их на соседку постоянно. Я не знаю, на кого мы своего будем оставлять. Ну, господи, да, все решится по ходу, я думаю.
региональных линий эконом-класса Минск, Ольхановичи отправить через 5 минут с 24-го пути. Осторожно, чтобы не полилось. Поезд региональных линий эконом-класса Минск, Осиповичи отправится за 5 минут с позднего пути от 4-й платформы. Поезд региональных линий Короче, я купила 2 соуса. через 5 минут с 8-го пути от 4-й платформы. Что одного всегда не хватает. Спасибо. Так что ты сейчас уже, получается, на новом проекте это неделю? Да, вчера как раз об этом рассказывал Артур. И что там? Как тебе? О том, что непонятно пока. Непонятно пока, как там, что там. Почему? В смысле, ну что ты делаешь, как твои обязанности изменились? Ну, сейчас, есть несколько причин. Несколько причин чего? Почему пока нет, извините, последняя. Не, извините, у нас нету. Нет, извините. Последняя. Ну, так что? Про причину. Несколько причин, потому что во-первых, основная причина, потому что проект уже давно идет, и я как бы вступил на проект, которому уже 2 там, или 3 года. И там разработчики, проектный менеджер, бизнес-аналитики, они уже понимают всю систему, знают как что работает, понимают документацию, которой сейчас очень много. Во-первых, а мне как бы, когда я начинаю что-либо делать, я, естественно, многого не знаю, и часто очень каждая ситуация, когда я что-то предполагаю, мне говорят, так у нас же это. Я такой, да, а я не знал. И тогда как бы рушатся мои какие-то другие предположения. Не, ну мне кажется, это нормально вначале. Ну так типа в целом. Ну да. Это то, что тебе нравится? Ну вот то, что ты сейчас делаешь. Ну да. Ты это и хотел? Не, ну да. Ну то есть это... Нет, я бы не этим хотел заниматься все время. Как бы это типа нулевой или первый этап на пути к тому, чем я хотел заниматься. Ну, потому что я понимаю, что не научившись делать вот это, то, что я делаю сейчас, невозможно получить... Ну, не то, что невозможно. Это как бы наиболее прямой путь к тому, что я хочу делать. Ну, так вот, первая проблема, потому что уже старый проект, там очень много документации. Во-вторых, там уже налажены процессы внутри команды, между людьми. И как бы я многое не знаю из того, как им что привычно делать. Вот. Блин, ну это, я думаю, просто так ценим. Просто главное, если ты точно уверен, что это тебя ведет в итоге к тому, что ты хочешь в идеале, то я думаю, нормально, можно и потерпеть. Есть третья причина, потому что у нас как бы разработчики в основном, ну, это такие мужики, в основном, типа лет по 30-35, у которых уже есть дети. Ну и у них как бы, они как такие, типа, не быдло, но у них как бы общение такого уровня, типа, так, слышь ты, мудак, что ты тут напорол хуйню типа напорол на козел. Ну, естественно, в полушутку, но типа все равно. Или типа там, бля, пацаны, вчера такую штуковину увидел. Ну и так далее. Там есть какие-то чатские картинки, типа. Типа, что они тебе не интересны в общении как люди? Ну да, мы с ними очень разные, ну прям вообще. Не, ну мне на моей работе, по сути, тоже никто не интересен. Вот, ну, как бы не знаю, как это совместить. Я не представляю, чем нужно заниматься, чтобы... Нет, типа ты на работе, на текущей своей, как бы не собираешься оставаться долго, ну, если... Не, ну это Да да. не 5-летний твое место да. работы. Я бы как бы хотел работать в этой сфере, естественно, может быть, не на этом, ну, естественно, не на этом проекте. Вот, я сейчас начал понимать, насколько важно, насколько хочется, чтобы твоя команда, с кем ты общаешься ежедневно, тебе была комфортна. Ну, то есть, чтобы ты мог прийти, там, с кем-то обсудить какие-то вещи, какие-то там события в мире, что-то такое. Ну, то есть,
Ну да, ну поэтому, поэтому мне всегда казалось, что нужно делать что-то свое с теми людьми, которые тебе нравятся. Потому что, чтобы случилось такое стечение обстоятельств удачное, чтобы собрались все, кто тебе нравится, в том месте, где ты будешь работать, ну, такого не знаю. Тем более, мне кажется, нормальные люди, один нормальный человек не хочет тратить свою жизнь на то, чтобы, не знаю, делать, я не знаю, условно, например, программы, которые, например, помогают... Служат кому-то другому. Нет, даже не знаешь, не то, что служат, а служат чисто какой-то вот дурацкой прибыли, просто обогащают какого-то там дядьку, который сидит в Америке, там, не знаю, вот как условно, там, я с этим, там, с чем-то, то есть я работаю для того, чтобы просто там люди, кто вышел, еще больше денег заработали, еще больше своего продали, по сути, вот я ради этого работаю. Нет, ты же понимаешь, что как бы экономика не так работает. Ну, типа, мы делаем, ну, друзья, они же получают деньги не просто так, они получают деньги, потому что они кому-то приносят, ну, типа, облегчают жизнь, приносят удовлетворение и так далее. Ну, то есть, наверное, за исключением тех случаев, когда этот продукт, как бы, ну, грубо говоря, тебя маркетологи заставили купить. Ну, типа, там, это на глобальном уровне, а на мелком уровне ты занимаешься, всякой абсолютной, умой, грубо говоря. Ну, как я, то есть ты какая-то абсолютно, не знаю, вот как у меня, то есть я как будто бы, не знаю, наверное, самый низкий механизм. Потому что я делаю, я уверена, что там даже никто вообще считает, что я, не знаю, меня можно в любой день, когда угодно заменить каким-то точно таким же человеком. Как бы мне некомфортно, то есть я хочу делать что-то большее, значит что-то большее. Не знаю, что у меня есть свои там какие-то идеи, мысли, а не просто вот быть каким-то, по сути, у меня уже даже такая работа, которая, да, там не в ближайшем будущем, но когда-то точно могут выполнять просто какие-то, условно, механизмы и программы. Ну, вот тот самый робот, который ты делала. Ну, да. В смысле, это, ну, помнишь? В смысле, какой робот? На Фейсбуке, который. Ну, грубо говоря, типа, да, нет, но я-то его придумала, то есть этот твой робот не суть, то есть... Не, ну все равно, типа, по сути, сделать его в 20 раз сложнее, и он бы смог, бы, один раз будучи сделанным, он бы мог работать, ну, как Siri работает. Ну, это как все самая работа, как сейчас же придумали, по-моему, то, что вместо журналистов может новости писать машина. Вот, ну, как бы, мне хочется какие-то свои, не знаю, штуки, идеи воплощать. Тем более, что не мне, знаешь, просто, понимаешь, мне кажется, что, ну, возможно, так, не знаю, может, это не так, может, просто все, как я, не признаются, но мне кажется, у большинства людей есть какие-то мысли, то есть нет, наоборот, у большинства людей им как бы нормально вот просто работать, там, получать деньги, жить, и как бы, и все, чтобы у них все было хорошо, комфортно, но есть меньше, там, процент людей, которые хотят воплощать какие-то свои идеи, у которых есть что-то свое, и хочется делать что-то большое. И вот, и как бы мне вот сейчас сложно смириться с тем, что, ну, то есть я не представляю, как я могу смириться с тем, что я просто всю жизнь буду каким-то таким мелким механизмом, который работает в итоге для того, чтобы кто-то что-то покупал. По сути, то есть я не смогу всю жизнь так вот работать просто ради еды какой-то там, ради того, чтобы заплатить за квартиру, купить себе проездной. Я с тобой согласен, потому что непонятно, вот, например, с тобой очень понятно. Ну, по крайней мере, кажется, будто понятно. Да? У тебя есть, ну так скажем, условно, назовем это возможность, ну, типа, выражать себя в кино, например. И ты понимаешь, что ты как бы этим можешь... Я не смогу всю жизнь тратить все вечера и выходные после работы для того, чтобы выражать себя в кино. Я не смогу большую часть жизни тратить на работу. Вообще без работы. Ну, в смысле, просто снимать кино. В смысле, есть такая возможность у тебя, ну вот, ты вот если мне нужно них заработать, то да. Ну да. Ну, типа, ну, например, я не понимаю, ну, ситуация усложняется, когда есть человек, ну, типа, как я, который, ну, как бы не может себя выразить, там, типа, в искусстве. Ну, типа, там, есть вариант, например... Может, поищи искусство, может, все-таки можешь выразить. Может воссоздать. Ну да. Нет, типа, есть вариант, например, о котором я все еще думаю, но непонятно, как в него войти, потому что, как бы, естественно, это очень редкие случаи. Либо я бы хотел работать, ну, как я тебе говорил, в чем-то связанном со сферой искусства и со сферой образования. Вот, например, быть продюсером моих фильмов. Ну да, ну типа я понимаю, что, ну типа, чтобы быть продюсером, как бы не становишься с нуля, грубо говоря. Ну, хотя не становишься с нуля. Да, конечно. Когда, ну, ты не можешь такое называться. Или даже закончить университет. Блин, у нас соусов сейчас больше, чем картошки. Да,
Можно не экономить. Можно 2 раза одну картофельную Да. макать. Правда, не... Ну, то есть не... откусил, макнул. Ну, так что ты говоришь, то есть, типа, ты как бы хотел бы создавать не что-то, что приносит деньги, а что-то, что приносит какое-то эстетическое удовольствие. Ну, в ну, то смысле, есть, да, типа, у как меня... кино, быть директором у меня галереи, да? Да, у меня это четко для меня прям понятная очень цель. Ну, у меня типа- тоже такая. Только быть, ну, творцом в этой штуке. Ну вот. Типа а-ля там быть... В общем, помогать, например, помогать в организации там, киносъемок, галерей, всего такого. Ну да, это круто. Ну блин, непонятно просто, как к этому всему прийти. Просто мне кажется, по сути, мы сейчас, с точки зрения работы, с тобой пришли по какому-то более легкому варианту. Ну потому что, чтобы в итоге сделать каким-то своим основным, чем ты занимаешься в жизни, вот такое, там, снимать кино, продюсировать кино, или там быть директором галереи, еще что-то. То есть, мне кажется, до этого нужно просто, не знаю, много страдать, я не знаю, много лет жить в бедности, чтобы в итоге к этому прийти. То есть не бывает такого, что ты такой ушел с какой-то такой обычной работы офисной и вдруг начал заниматься этим. То есть ты должен, то есть как бы ты по сути, вот это вот то, что, помнишь, я рассказывала тебе, «Легенда о Великом Инквизиторе», то, что Достоевского, «Преступление и наказание», да, вроде. Ты рассказывала, я не читал. Ну, короче, суть в том, что он предлагает людям всем выбирать свободу или хлеба. То есть они сидят на цепи, то есть у них нет свободы, но у них всегда есть этот кусочек хлеба. Но если ты выбираешь свободу, у тебя никто не дает кусочек хлеба, но ты без цепи. Это вот по сути Понятно. такой Это выбор. такой, да, это такая, ну, естественно, это художественно утрированная Ну, выбор. да, Да. Ну да. Вот это как бы выбор свободы или хлеба. Я, кстати, думаю, ну, блин, тоже непонятно, потому что непонятно, до скольки еще лет я буду так жить, уходить и возвращаться, но я думаю, ну, как бы, наверное, с Нового года точно, то есть либо полностью уйти с работы, либо там остаться на одном проекте, чтобы, там, не знаю, чтобы закончить сценарий, чтобы там дописать то, что хотела. Ну, вообще, ну, блин, в целом, честно, я не могу. Серьезно, у меня, блин, не пропадает это вот какая-то надежда, что что-то такое получится, что мне не придется всю жизнь делать какие-то вообще вещи, которые мне кажутся очень абсурдными. Ну, блин, я не могу на это всю жизнь. Понимаешь, когда я думаю о том, что это год, мне с этим нормально. Но когда я вдруг представляю, что, возможно, я всю жизнь проживу, вот, занимаясь чем-то таким, и умру, и вот все, и будет вот вся моя жизнь, и больше ее не повторится, а я всю жизнь занимаюсь чем-то таким, блин, мне вообще хочется сразу, просто завтра, не знаю, уйти, сбежать, не поднимать трубку, начать делать что-то другое. Но, с другой стороны, удержит это вот свобода или хлеба. Ну, то есть, блин, вот как у меня было, помнишь, тогда там в прошлом, или когда позапрошлом году, когда вроде ушла, все надоели, и потом вот в итоге там вот все, не хватает денег, и там ты не можешь никуда пойти, ничего купить, и все, и ты начинаешь выбирать опять вот эти хлеба, думаешь, ну ладно, занимаюсь фигней, там хоть заработаю еще денег, и всякое такое. Ну, мне кажется, твоя ситуация такая. Ну, можно найти как бы схожие сюжеты в истории. Ну, в смысле, мне кажется, как будто бы у тебя все идет нормально, потому что ты сейчас... Там вот был первый фильм, потом там к следующему, там, 2019 году сделаешь там еще какой-то фильм. Ну и что? А? Ну что, это будет то же самое. Не, подожди. Типа, вот есть первый фильм, пока так, типа, немного там поговорили о нем, все, типа, ушло. Вот будет фильм 2019 года, он будет лучше однозначно. Ну, там, наверняка его заметят на более высоком уровне, а это уже как бы больше тебя приближает к тому, чтобы тебе сделали предложение, как бы, ну, денежное предложение. Даже если это будет не этот фильм, то, скорее всего, ты будешь еще развиваться и к 2020 году, ну, не знаю, может, к 2023 году, ну, неважно, ну, как бы, тенденцию ты понимаешь. Нет, по сути, это надежда. Это единственное, что меня сейчас вообще держит от того, чтобы, я не знаю, не убежать, не уехать в кругосветное путешествие, не уйти жить в тайгу. Ну, вот просто надежда, что, да, как-то что-то. Блин, ну поэтому я сейчас хочу уйти с работы, потому что, мне кажется, сейчас нужно пожертвовать этими вот хлебами, чтобы делать, ну, может быть, я зря пожертвую этими хлебами. Не знаю. Ты, кстати, когда домой собираешься ехать?
Не знаю, бабушке звонил сегодня. Что говорил? Она спрашивала, когда приеду. И приеду ли на Новый год. Но я сказал, что пока не знаю. Она спрашивала про семечки что-нибудь? Но семечки нет. А ты уже начал есть? Нет, но я вчера оставил, там, отсыпал треть в Нестере оставил. Не, они, кстати, реально вкусно. У меня когда не было времени готовить, я ими целый день питалась, и нормально, и живот не болит. Их еще нужно жарить? Не, все, они готовы, они очень вкусные, можно сразу есть. Не знаю, я просто не люблю вот такую деятельность, когда ты сидишь, что-то там мелко чистишь. Не, их удобно зубами. Да? Угу. Так когда ты домой? Там, на Новый год, либо раньше вообще Нет, поедешь? на Новый год вряд ли. Не знаю пока. Где ты будешь на Новый год? Без понятия. Ну, я знаю, что вроде как Саша приедет, ну, в смысле, точно Саша приедет. Я знаю, что приедет Алла к Артуру. Вот. Ну, я не знаю, я, кстати, думаю, может поехать. Блин, как-то так все время, какое-то такое чувство странное, как будто бы мучение совести, когда на Новый год не приезжаешь домой, как будто бы вот ты бросил, так оставил в одиночестве. И как-то так немного грустно от этого, даже когда там с друзьями, со всеми этими. Ну, когда приезжаешь домой, тоже грустно, только по другому Да, ну вот я поводу. ж в том году я приехал. Ну да, ну я же тоже к папе ездила одна, мы с ним были в Москве вместе. Ну, в этом году я решил сделать перерыв в поездке в Мозырск, поэтому... Ну, в смысле, в том году съездил, сейчас я хочу как-то по-другому. Ну, при этом я хочу как-то, не как мы это делаем обычно, типа на квартире у кого-то. Ну, я понимаю, что других вариантов мало. Ну, кроме как на квартире у кого-то. На вокзале вот можно. А? На вокзале можно. А может на вокзале пойти на вариант? И, кстати, мы же давно хотели купить билеты в купе на поезде Я поехать. думал, я уже смотрел, ну, короче, это, Купить несколько. во-первых, это деньги, немало. Нет, если просто на ночь, то это можно в Беларуси поехать, до Витебска, до Могилева, до Мозыря. То есть взять поезд там, ну просто который такой самый дальний, который дальше всего едет по Беларуси. Это будет рублей там, ну, 15 20. максимум. Купе? В одну сторону. В одну сторону. Ну, вариант. Просто как только такой вариант мы делаем, он как бы сразу растягивается. Ты понимаешь, вот нечаянно вот в Минске ты можешь как бы быстренько на, ну, грубо говоря, на там, вечер, ночь, еще полдня уйти, как бы в Новый год, а потом снова вернуться в свои дела. Нет, это 100% значит ты растягиваешь, но это как бы... Это как бы что ты растягивается. хочешь получить от этого, то есть хочешь какое-то такое волшебство, по-особенно, значит, нужно менять, уходить из обычной жизни. Если нет, то да, можно прийти просто бухнуть и уехать домой опять. Как, в принципе, в любой вообще другой вечер или ночь. Ну, я не уверен, что мне нужно как бы, волшебство. Не, ну да, но зачем ты просто хочешь это изменить? Ну, то есть, просто ты хочешь почувствовать что-то другое, вот в чем. Я просто понимаю, что... Я это подразумеваю под волшебством, да, почувствовать да, что-то да, другое. да. Я просто понимаю, что как бы ну, так или иначе мы будем как-то праздновать Новый год. Так или иначе. Не будет такого, что мы вообще не празднуем, просто ляжем спать и все. Вот. Но ну, если уж предполагать, что мы все-таки будем праздновать, то хочется уж как-то не так, как мы делаем это последние лет 7. Ну, понятно. Ну, не 7, конечно, это Лет просто, тебе 6, кажется. лет 6, наверное. Точно. Не знаешь, на самом деле, я Когда, иногда нет, думаю... я почему говорю, потому что когда еще я в Мозыре учился, последние 2 курса, тогда мы уже отмечали... ну да, ну хотя да, я уже в Минске 7 лет или сколько. Но знаешь, я часто думаю, блин, вот знаешь, оно вот были несколько таких моментов в жизни, когда она вообще могла бы по-другому, не знаю, все случиться. Я думаю, что бы было, если бы я уехала в Минск. Помнишь, как мама все время хотела, чтобы Если мы бы не остались? уехала в Минск? Да. Ну ты помнишь, как мама все время хотела, чтобы мы остались, там, типа, ну я не знаю, просто, как говорят, там меньше денег тратить, там ты дома сидишь, там вместе питаемся, там есть где жить, нету вот всей этой штуки. Мама такая... Нет, я помню, что мне мама прям вообще говорила, говорит, поступай к нам в ПЕД, там будешь тут, там будешь хоть накормленная. Ну, как бы действительно на жизнь в Минске больше денег вообще, это 100% уходит. Ну, прям Не знаю, очевидно. я думаю, ну, просто чтобы было, ну, как бы все было. Не знаю, мне кажется, то есть, блин, мне интересно просто, каким бы я был человеком. Вот мне интересно, вот во мне как бы есть этот стержень, который бы во мне вот был бы всегда. Либо это вот то, где я живу, с кем общаюсь, с кем знакомлюсь, с кем встречаюсь, влияет на то, кто я. Вот мне интересно, была бы я совершенно другим человеком, может быть, я бы просто работала в итоге
ну, в зависимости от там, профессии, не знаю, в школе или в магазине или на заводе, просто была бы счастлива, просто бы не страдала от того, что я трачу что-то там зря, от каких-то метафизических вопросов или нет, или я так же, просто, хотя, по сути, для кого-то Минск, то есть это все же, как бы, получается, относительно, то есть для кого-то Минск это то же самое, что для нас сейчас Мозырь. Ну вот если Ну так вот как подумать. для Саши, например. Ну да, вот для нее Минск, да, Для это наш меня Мозырь. сейчас уже постепенно... Ну, Не, как ну для меня будто тоже. бы- То есть Минск становится как будто бы по размеру с тебя самого. То есть до этого он был большой, а Мозырь был как ты. А сейчас Минск как ты, Мозырь маленький, а весь мир большой, по сути. Вот так. По поводу твоего вопроса. Мне кажется, я тебе отвечу, как бы приведя себя в пример. Потому что, по сути, поступив в Мозыре в колледж, я как бы выбрал хлеба. Ну, да, так это на и тот, есть хлеба. на тот мой, Ты выбираешь на вариант тот мой, проще и да, надежнее, на тот мой мозг стабильнее. я выбрал хлеба. Но все равно, как видишь, ну, типа, как видишь, меня все равно вот сюда привело. То есть я думаю, с тобой было бы то же самое. Может быть. Я говорю, так мне интересно, это стержень, либо это обстоятельства нас меняют? Ну вот, мне кажется, что это вот... Потому что когда я уезжала, мне было ужасно одиноко, тоскливо, мне сильно хотелось вернуться домой. Мне кажется, слово «стержень» совсем подходящее, но вот Ну да, может, это как- по-другому судьба. Ну, типа- блин, я не верю в судьба. Потому что если бы судьба, если бы я просто сидела, я бы сейчас заработала библиотекарем, которую мама хотела, чтобы я поступала, потому что Не, там... ну не работала бы, не точно- работала бы. Тем более, ну типа, понимаешь, ты уже поступала в 18 лет, да, то есть ты бы закончила там уже, если Ну бы да, закончила. поэтому у меня мама до этого я хотела отправить учиться на библиотекаря, потому что там проще, спокойнее, там точно там я туда проходила, хотя я проходила на другие специальности, но там просто 100%, никаких этих, и вот. И ее отговорили просто наши знакомые. Ну то есть, блин, если подчиняться всегда судьбе, получается, что как бы, вообще можно остаться, ну просто, да, в своем в одном месте, в котором ты вообще родился. Все-таки, получается, видимо, есть как бы то, что нам соответствует, то, что нам не соответствует. Ну, вот как я поступил в несоответствующий мне колледж, и в итоге там единственная отрада, которая там у меня была, это Театральный кружок? театральный кружок. Да, который Блин, у ну меня. мне кажется, что он во многом повлиял на твою личность. Прям вот, мне кажется, в стержневую вот сторону. То есть, ну и как бы с хорошей какой-то стороны. Я не знаю, как объяснить. Блин, ну потому что все-таки нас как бы формирует каждая вещь. Блин, это были 4 года твоей жизни. Мне кажется, что если бы их не было, ты бы по-другому. Может быть, ты бы вообще по-другому относился бы к учебе, поступал бы на другую специальность, по-другому бы сейчас относился к работе, вообще людей, ко всему. Точно. Ну, то есть, Точно, да. мне кажется, это у тебя был как будто бы какой-то период таких раздумий. И вообще, мне кажется, я даже не жалею, что я не поехала на распределение, блин, то ли в Хойники, то ли в Лельчице, по-моему. Потому что мне кажется, что это... Хотя, с другой стороны, я боюсь, что я бы сдалась, и все. Может быть, то, что вот я боролась, вот это как бы не подчинение судьбе. А потом я думала в то же самое время, сколько произошло много всего вот за эти 2 года, которые я бы была в Лельчице. Ну, и там знакомств каких-то. То, что вообще меня очень-очень сильно изменило. Но, с другой стороны, откуда я знаю, что мне бы в Лельчице ничего не изменило. Вот если бы я там была 2 года, может быть, я что-то поняла. Но мне кажется, что мне бы было сложнее вот вернуться сюда, как что-то делать. Сколько у тебя? Я просто прекрасно помню, что, почему я поступил в колледж тогда. Было, пока я припоминаю, 2 основные причины. Первое, я помню, этот пиздец, который был у тебя с ЦТ, с поступлением. Ах, какой у меня был пиздец. Ну, я помню, вы там очень Ну, типа, что много... мы переживали, волновались, вот это? Переживали, то, что ты не поступила первый раз, то, что Ну, вы я же там... поступила, я просто забрала документы. Ну, то есть я просто платно. выбрала не совсем, да, я выбрала не совсем... Я выбрала набор специальностей, чтобы в Беларуси было 5 мест, куда я могла подать. Я и говорю, ну, это как бы все пиздец, как бы, для меня тогда Ну был. да. То есть это Не, было- ну вот, хлеба. Ну, то есть ты как бы боишься вот это пошутнуть. Ну, вот этот, типа, как бы, да, я знал, что есть колледж, как бы, я как бы тогда я не считала вот чем-то, типа, плохим. Я понимаю. Ну, тогда для меня это было, Я типа, говорю, блин, я до классный сих пор не вариант. В смысле, считаю. тогда я как бы не верил, что я могу поступить. Ну, в смысле, не то, что не верил, я как бы надеялся поступить, как бы для меня это было, ну, как бы классно, если я поступлю. Для меня это не было, типа, бля, колледж, ладно, пойду сюда, там точно будет это. Для меня это было, о, колледж, классно, типа, колледж, я учусь строителя, и у меня, типа, сейчас будет уже там специальность раньше, сейчас я получу раньше быстрее деньги, во-первых, а во-вторых, я потом смогу поступить на третий курс университета сразу, ну, типа, закончить Ну вот, университет, ну да. и там не отстать от своих ровесников, и иметь сразу 2 образования, ну, типа, и среднее, специальное, и высшее. Вот. Ну, типа, потом уже, ну, как бы, да, потом уже оказалось, что все это скучновато. Ну, блин, если вернуть время обратно, то я бы
может быть, тоже не поступала бы именно на свою специальность. Я бы, может быть, вообще никуда не поступала, я бы просто читала книги. Ну, блин, ну все, блин, сложно так вот думать обо всем, типа, если бы вот все, Не знаю. отсеять все ненужное, оставить только нужное, это, но все равно в итоге какие-то штуки вообще... Был один момент, который вот прям очень был близок для меня, чтобы изменить. Когда я поступил в колледж, там все же были против. Там мама, папа были против. Нет, мама, наоборот, была за. Вот Мама папа была был за. против. Папа точно был против. И он там 1 или 2 сентября пришел к директору колледжа. Кто? Папа. Наш? Да. А. И, типа, он сказал, что мы забираем документы. Ну да, он же, помнишь, папа, как он меня до сих пор убеждает идти на школу, после этого говорит, я буду сам платить, там, не волнуйся. Так он же, Он тогда, такой более он же идеалист. тогда позвонил, типа, в лицей. Ну, я ж до этого поступил в лицей. Меня взяли в лицей, забрал тут документы. Вот, он позвонил в лицей, меня там снова были готовы принять. В колледже уже Так, как а что бы... ты в лицей не пошел? Так вот, в колледже меня уже... Типа, сказали, все, типа, папа ты пришел, типа, ну, тебя забрали документы, типа, чуть не папа пришел. Вот, и как бы я был вот на грани, чтобы пойти в лицей снова. Но я сказал, папа, типа, нет, типа, ты что, я уже принял решение, ничего уже как бы не изменишь, ты что? Блин, ну видишь, в итоге это все равно тебя привело к тому, что нужно там, ты не спился, не стал алкашом из этого колледжа, Мозырского строительного. Просто в лицее была Я бы... скажу, ну как, ну спился, как бы, ну. Да. Ну, просто в лицее была бы компания определенная. Ну да, понятная. среда, ну да. Ну, Хотя, блин, я не уверена, что нужна среда, потому что ты такой растворяешься, ты больше начинаешь тусоваться, чем наполнять что-то внутри себя. А смотри, просто мне кажется, когда вокруг тебя неинтересные люди, ты как бы больше себя наполняешь. Вот, например, как у меня, мне просто было возможно ни с кем общаться. Вот это время, когда я была. Поэтому я очень много всего сделала, посмотрела, прочитала. А тут в Минске, как бы, кажется, вот я с такими людьми, там, но я тут ничего не делаю, я тут только, по сути, вот встречаюсь со всеми, пью пиво и говорю, что нужно что-то делать. Короче, я думаю, что в итоге все равно оно идет к тому, к чему как бы предрасполагает наше я. Я не уверена, мне кажется, нужно за это прям, не знаю, бороться, драться. Не, понятно, что нужно бороться. Ты понимаешь, оно ведет, но как бы не факт, что приводит. Ну там, не знаю, ну в общем, ведет, как бы оно как бы тебя показывает, ну как будто бы там, говоря так абстрактно, ставит тебя к этому пути, показывает этот путь, но тебя как бы по нему не проводит. Тебе уже нужно самому по нему пройти, там типа много преодолеть. Но в любом случае оно тебя постоянно ставит, как бы снова пытается вернуть на этот путь, на ту же стежку. Как будто бы. Ну вот интересно, когда я сейчас говорю, понимаю, что как будто бы у меня это происходит вот со сферы искусства. В смысле, тебя все время возвращает в сферу искусства что-то? Нет, это смешно, потому что как бы я ничего не делаю, но в смысле... Нет, ну так же, как и я. Нет, ну в смысле, там я был в театре, да, я прекрасно понимал, что Здесь ты где? Нет, ну в смысле... Ходишь в кино. Нет, ну в смысле, я прекрасно понимал, что я не актер, да, ну типа это все, что я мог, ну типа это единственное было доступное мне, как бы, средство реализации вот такими какими-то языками, да? Вот. Потом я начал смотреть кино и фильмы, и там, ну, вообще что-то читать более интересное. Ну, типа сейчас я пришел к тому, что мне было бы классно применять мои навыки и способности в сфере искусства вот таким образом. То есть я уже сейчас больше понимаю, каким образом я отношусь к искусству. Так То есть тогда, что я понимал, Тогда я понимал, что мне хочется в искусство, но не понимал как, поэтому типа был актером, знаешь. Если понял, что я все-таки... Ты продюсер. Я продюсер. Ну, может быть, директор картины. Ну, это не совсем разделяет, для меня это все одно и то же, поэтому директор картины просто... от масштаба картины. Для меня директор это просто кто сидит в кабинете, там, типа директор. Ну, как называется человек, который все организовал? Для меня продюсер это в кино. Ну, ладно. Ну, не знаю. Сколько у тебя там еще пива, да, вместе до твоя? Ты меня спросила? Да. Ты меня спросила, и что ты спросила, не нашла ответа и выпила. В общем,
Блин, видишь, по 2 соуса, может, домой заберем? Нет, просто вкусный соус, а с макаронами там или вообще... Ну, с макаронами вообще было бы вкусно. А вот этот кисло-сладкий с рисом. Оставь мне, пожалуйста. В общем, давай допьем твое пиво за то, Чтобы нас вело куда нужно. Ну, без всякой там борьбы. И чтобы побыстрее. Артуру не хватает, чтобы побыстрее. он сказал, Чтобы мы будем побыстрее. бороться за это. Да. Не, ну просто нужно, чтобы побыстрее, потому что очень долго. Все? Все, тогда пойдем. Да. Где моя сумка? Твой ноутбук там забери. Да нет, тут забирается, ставь. Они все убирают. Всё. На. Сейчас. Пойдем. А, подожди. Стань сюда. Хочу тебя сфоткать. Все, пойдем. Пусть еще идет. Лёша! Да тише, ну пусть еще идет. Ты любишь, ты же знаешь, что я люблю, когда будет еще. Мне кажется, они же просто бухают, нас не слушают. Пусть еще. Мне интересно, они еще вообще снимают, может, они уже закончили видео? Я думаю, хватит до конечного кадра. Я хотела, чтобы мы ушли, но все осталось. Пусть женщина пойдет вообще видео. Сейчас, подожди. Ну все, пойдем. Ну, уже, думаю, хватит. Уже минуту мы не будем так ждать. А нет, все, пусть все вытарит, заберет.
Christine.